пружину из недеформированного состояния сжали на 5 см, а затем растянули на 5 см. Найдите отношение потенциальных энергий пружины в первом и во втором случае. Пружина в недеформированном состоянии сначала была сжата на 5 см, напишем это дельта L1, ровно 5 см, а затем ее растянули на 5 см. Но найти отношение потенциальных энергий V1 к V2 в первом и втором случае. Для того, чтобы рассмотреть эту задачу, есть смысл посмотреть файл 005-007, где подробно указано, каким образом формируется потенциальная энергия пружины. Потенциальная, в которой мы сейчас запишем формулу, что потенциальная энергия пружины W будет равна 1/2 K и x квадрат, где x будет растяжение этой пружины. В первом случае, когда мы пружину сжимаем, по формуле F сила воздействия будет равна минус kx. Что это значит? Пружина сначала вот в таком состоянии, мы ее сжимаем на какое-то расстояние. Вот это значение x. Сила наша, когда мы ее сжимаем, направлена в эту сторону, а сила воздействия пружин направлена в противоположную сторону, вот сюда. Поэтому значение именно минус. Это сила воздействия пружин. Это первый случай. Теперь, если пружина есть, мы пытаемся ее растянуть на какое-то расстояние. Но вот это расстояние мы растянуть. Наша сила направлена куда? Вот сюда, в эту сторону воздействия. А пружина, естественно, направлена в противоположную сторону, вот в эту сторону. Поэтому в любом случае потенциальная энергия будет считаться в зависимости от того, на какое расстояние мы будем пружину либо сжимать, либо растягивать. В первом случае потенциальная энергия будет равна V1, будет равна 1/2 K дельта L1 квадрат. Во втором случае, когда мы растягиваем пружину, K-то будет одинаковое, то же самое. V2 равно тоже 1/2 K дельта L2 квадрат. Отношение V1 к V2 будет равно. Пишем первую, одну вторую, двоечку сразу в знаменатель. Здесь K дельта L1 в квадрате. И здесь пишем единичка. Можно не писать на K дельта L2 в квадрате. Ну а двоечка это пошла туда наверх. Так сократим все, что есть. Получаем двойка можно сократить и K можно сократить. Отношение дельта L1 в квадрате на дельта L2 в квадрате. Это мы пружину сжимали, это мы растягивали. Величины эти одинаковые. 5 см на сжатие, 5 см на растяжение. Мы получаем соотношение 1 к 1. W на сжатие и W на растяжение в данном случае будет равно 1 к 1.